Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию, по вашим многочисленным просьбам, хочу предложить рецепт мант на сковороде. Они готовятся легко и просто, очень вкусные получаются, не менее сочные и поджаренные снизу. Это как раз рецепт для тех, у кого нет мантоварки. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сначала подготавливаем воду. Мне нужна ледяная вода. Мне нужно для теста 300 мл воды. Я налила 200 мл и добавляем лед. Подготовила говядину. Здесь у меня филе 500 грамм. И сейчас будем нарезать кубиками. Пленочки обязательно удаляем, потому что они будут делать мясо жестким. И нарезаем кубиками небольшими. Если мясо немножко подморожено, его легче нарезать. И в момент варки, когда оно варится на пару, лед изнутри разрывает мясо, и оно получается еще мягче. Вот такие кубики должны быть небольшие, нежные. Тогда очень вкусно и нежно получается. У меня на канале есть очень много хороших и удачных рецептов мант. Я оставлю под видео в инфобоксе ссылочки. Посмотрите. Я думаю, вам понравится. Мясо готово, перекладываем в большую емкость. И сейчас у нас бараний жир 200 грамм. Можно говяжий жир, нам нравится именно бараний. Очень вкусно получается говядина с бараниной. Вы сами уже, как говорится, смотрите по своему вкусу. Вы можете заменить на сливочное масло, либо на топленое, либо на растительное. Нарезаем также кубиками. Кубики тоже должны быть небольшие, чтобы жир не чувствовался. Если есть пленочка, обязательно удаляем. Отправляем к мясу. Добавляем сюда же весь жир. И сейчас нарезаем лук и тыкву натираем. Сейчас натираем тыкву. Тыква у меня 500 грамм. Разрезала пополам. И будем натирать на крупной терке. Вот на самой крупной. Готово. Половину тыквы я натираю на крупной терке, а эту половинку нарежу кубиком. Очень так вот вкусно и сочно получается. Кубики должны быть небольшие. Если кубики будут большие, они будут рвать тесто и нехорошо внутри пропарятся. Тыква готова, и сейчас все соединяем вместе. И сейчас специи и лук. Немножко подвигаем и сюда отправляем сейчас лук. Немножко нам лук нужно пожимкать. Лук нарезала кубиками. Лука у меня 700 грамм. Добавляю 2 чайные ложки соли без верха. 1 чайную ложку сверху черного молотого перца. Кориандр 1 чайную ложку. 1 чайную ложку красного молотого перца. 1 чайную ложку зиры. Где-то 1-2 столовые ложки растительного масла. Лук немножко пожимкаем, чтобы он не прорывал тесто. И сейчас все вместе соединяем. Посмотрите, какая масса у нас получилась. Она неимоверно вкусно пахнет и очень аппетитно уже выглядит. Все готово. Можно добавить водички 50-80 мл. Добавляем обычную воду питьевую. Все смешиваем. Сейчас я эту массу отправляю в холодильник, накрою пленкой, и чтобы раскрылись специи. А пока займемся тестом. Итак, готовим тесто. Ледяная вода 300 мл. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1 яйцо и 2 столовые ложки растительного масла без запаха. У меня масло авокадо. Все смешиваем. Готово. Пшеничную муку 700 грамм пропускаем через сито. Мука имеет свойство слеживаться, поэтому лучше пропустить.
Точное количество ингредиентов под видео в описании в инфобоксе обязательно оставлю. Добавляем жидкость и замешиваем тугое тесто. Яйца по размеру могут отличаться, мука может отличаться, поэтому всегда в инфобоксе я указываю плюс-минус. Смотрите на конечный результат, каким должно быть тесто. Выкладываем на стол и будем месить на столе минут 5-7. Вот я чувствую, что тесто мягковато. Нужно еще добавить грамм 100 муки обязательно. Оно постоит, отдохнет, оно будет мягкое. Нам слишком мягкое тесто не нужно. Добавляем муку. Вот такое тесто у нас получилось. Посмотрите, 5-7 минут мы с ним работали. Великолепно держит форму, оно еще будет мягче. Достаточно. Ушло 800 грамм муки. И сейчас в пакет на минут 20 в морозильную камеру, либо на минут 30 в холодильник. Тесто у меня в итоге в холодильнике находилось час, 20 минут в морозильной камере и остальное время в холодильнике. Я 2 раза его обминала. Я думаю, вы сами видите, как тесто выглядит. Оно гладкое, изумительное. Я его специально скатала в длину, чтобы резать было удобно. Нам нужны жгуты. Посмотрите, какое тесто в разрезе. И теперь округляем. Так удобнее будет работать. Сейчас будем нарезать на кусочки. Так как мы готовим манты на сковороде, будем нарезать на кусочки где-то по 20 грамм. 16-18 можно. Я буду взвешивать, чтобы они у меня были одинаковые и красивые. Я подготовила шарики, скатала их в шар. У меня каждый кусочек получилось по 20 грамм. И выкладываем на тарелочку. После каждой манипуляции с тестом тесту нужно дать возможность отдохнуть, отойти немножко, чтобы вернулась эластичность тесту, чтобы можно было легко раскатывать, удобно работать с ним. В комнате не должно быть сквозняков, чтобы тесто не заветривалось. У нас много мантышек получится. И сейчас даем буквально 10 минут под пленкой. И начнем работать. Тесто отдохнуло. И берем первые 4 шарика. Остальное под пленкой. Подпыляем поверхность мукой. И вот так сдавливаем, чтобы удобнее было нам с ними работать. Приплюснуть нужно вот так каждый шарик. Нам нужно, чтобы края были тоньше, чем серединка. Потому что будем защипывать, чтобы наверху тесто было меньше. Вот так проходимся по краю, по всему сочию. Вот такой должен получиться сочень. Вот такая толщина. Такие манты получаются очень вкусные, с поджаренным основанием. Они получаются сверху нежные, а внизу поджаристые. И хорошая альтернатива для тех, у кого нет мантоварки. Излишнюю муку обязательно нужно стряхивать. И следующие шарики. Накатаем несколько сочней, а потом будем начинять. При раскатке муки должно быть достаточно. Излишнее потом стряхнем. Вот посмотрите, наши сочни прекрасные. Начинаем работать. На специальную доску я немножко подпыляю мукой. Сюда будем выкладывать наши заготовки.
Обязательно начинку нужно укрутить перед тем, как мы ее берем, потому что внизу уже скапливается сок. И вот такие хорошие ложечки я кладу начинки. Конечно же, здесь уже какую форму хотите вы. Я самую обычную. Тесто, видите, какое тоненькое наверху. Можете скрепить вот так. У вас вот такая мантышка получится. Я буду скреплять в эту сторону. Мне нравится вот такая форма, тем более в сковороде. Посмотрите, какая красота. Тесто очень эластичное, очень податливое. Очень удобно с ним работать. Вот так закрепляем. Заготовки у нас готовы. И сейчас мы уже сразу прямым ходом отправляемся на кухню готовить манты. Обмакиваем донышко в растительном масле без запаха и на сковородку. Сковороду поставила на средний огонь. И сейчас быстро выкладываем. Минут 5 будем жарить, чтобы основание немного поджарилось. Вот так немного прохожусь растительным маслом, чтобы они между собой не слипались. Минутки 4-5 прожариваем на среднем огне. Желательно посуду брать толстостенную и антипригарную. Вообще было бы замечательно. И вот посмотрите, как они у меня уже прожарились. А прошло только 3 минуты. Вот 4-я минута идет. Практически они уже у нас поджарились. И сейчас я сюда выливаю 200 мл кипятка. Газ немного уменьшаем. Видите, у меня заполнена сковорода наполовину. И сейчас накрываем крышкой. И дадим еще 15 минут. Сверху немного либо сливочным, либо растительным маслом. Так они будут мягче и красивее. И сверху немного либо черным перцем, либо красным молотым. Итак, дорогие друзья, манты получились очень сочные, очень вкусные, поджаренные снизу и тоненькое-тоненькое тесто сверху. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Я с удовольствием буду готовить для вас. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.